Привет, друзья! Вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина, это канал рукоделия и вышивки крестом. И, как вы понимаете, у нас итоги года, итоги 2024 года. У меня сегодня 1 января 2025 года. Уже закончился год. Как обычно, пролетают года незаметно. Дни и часы тянутся долго. Ну, итак, начнем рассматривать то, что мне удалось натворить, навышивать в этом году. У меня получилось 20 работ. Для меня это прекрасный результат. Я очень довольна. Я вышивала в удовольствие. Я вышивала сколько хотела, когда хотела. Когда не хотела, не вышивала. И сейчас мы посмотрим, как я распорядилась самым главным ресурсом нашим, который мы имеем в распоряжении — время. Итак, я как настоящий блогер, у меня есть тетрадочка, в которой все написано, и старты, и финиши, и планы на 2024 год. Планы были адекватные. Я запланировала немного, практически я запланировала закончить те работы, которые я начала. А это был милхил кукуруза, скатерть с птичками, потом милхил с птичкой, французский котик, игрушка Dimensions и Dimensions Winter Shen, зимний сюжет. Я не сделала из этого списка только скатерть с птичкой. Что-то я забыла за эту скатерть. Надо ее, кстати, достать и, наверное, как-то продвигать потихонечку, потому что что-то она у меня где-то там в долгом ящике завалялась. И начну я сначала. В 2024 году первое, что я закончила, это был Christmas Heart, рождественское сердце, которое, собственно, я вышивала только верхнюю часть сердца. Самое, так сказать, скучное вышила Лариса Черновская. И она хотела выбросить этот дизайн. Ну, мне он очень нравится, честно говоря. И прекрасная картинка новогодняя, очень такая праздничная, нарядная. И я попросила, чтобы она мне его отдала, не выбрасывала. И вот она мне его прислала, и я закончила. Полюбуйтесь, какая-то красота неземная. Мне он очень нравится. Как видите, я никуда не оформила этот дизайн. Я хотела его оформить на крышку с новогодними игрушками, на коробку с новогодними игрушками. Но это так, как идея. А там посмотрим. Ну, как я сказала, я вышивала только вот эту часть. И поэтому это как-то достаточно быстро вышилось. Ну и вот такой красивый у меня есть на данный момент дизайн. Потом, что у меня было? Потом у меня были игрушки от Dimensions. Первую игрушку от Dimensions, которую я вышила, это была вот эта игрушечка с Дедом Морозом, с санями, с дамочкой. И с таким прекрасным домиком, с таким прекрасным закатом и со всеми атрибутами зимними. Ну вот такой красивый сюжет. Эти игрушки от Dimensions все знают, естественно. Многие их вышивали, но, как говорится, куда же я что? И вот эта вторая игрушка, эту игрушку вторую я уже вышила в декабре, вот перед этим Рождеством. И так у меня получилось в этом году 2 игрушки. В прошлом году, то есть, как хочу сказать. Не знаю, в этом году буду я вышивать 2, либо только одну. Ну, пока у меня желания вышивать эти игрушки нету. Когда придет, тогда я начну вышивать. Так, дальше, что у нас по плану? Потом пришла весна, и захотелось вышивать, естественно, цветочки. И я вышила вот такой наборчик от Jasmine Pincy Mix. Ну, значит, это микс из
анютиных глазок, да, да. Набор был куплен ради этой рамочки. У меня была рамочка, и я хотела в эту рамочку что-то вышить красивое, потому что рамочка мне очень нравится, она такая классная. Здесь бархатом все это заделано. И вот с этой стороны она красивая. И этот как дизайн, он идеально сюда подошел. Смотрите, как классно он выглядит. Ткань я красила сама, а все остальное по ключу. Вот такие прекрасные анютины глазки. Мне очень нравится этот дизайн. Он такой весенний, такой нарядный и очень красивый. Поехали дальше. Дальше у меня была птичка от Milk Hill. Вот такая птичка. Птичка — это как дарить подарки подружкам называется. Вот подарите в подарок подружке набор от Milk Hill птичка, и она вам отдаст остатки, и вы выщите себе еще такую птичку. И вот таким образом здесь мне не хватало. Долго я мусолила эту птичку, что-то она мне сразу так понравилась, потом как-то я начала ее вышивать. И так она у меня тянулась. Ну, в конце концов, я дошила. Мне не хватило оригинальных ниток, естественно, на второй отшив. Мне надо было добавлять вот эту голубую нитку. И, по-моему, и все. А остальных всех ниток было достаточно. И какого-то бисера мне не хватило. Я из своих бисерных запасов достала там остатки от Milk Hill и пристроила. Вот такая славная весенняя птичка. Она у меня выставляется на обзор, когда весна, собственно говоря. Так, дальше поехали. Потом была Пасха. И к Пасхе я сделала... Мы ездили, если вы помните, мы ездили на выставку в Италию. И там набрали, естественно, всяких итальянских дизайнов. И один из которых был Serenità di Campania. И там были вот такие кролики. Вот такой кролик, мальчик. И вот такой кролик, девочка. Ну, они стояли друг напротив друга, а посередине было написано «Welcome». Ну, так как я там на этой же выставке купила вот такое деревянное яйцо с вот такой вот подставочкой, я решила, что я этих зайчиков оформлю вот в это яйцо и не буду писать welcome. Вот такую ленточку я бархатную сюда пристроила, которая закрывает. Ну и, по-моему, очень славное такое украшение, такая декорация на Пасху. Мне нравится. Дальше. Я так сейчас быстренько, так, и быстро вам все подснимаю. Кролики. И потом была закончена зимняя сценка от Dimensions. Честно говоря, когда я покупала эту картинку, я не так, чтобы была в восторге. Просто в магазине, кроме этого, ничего приличного не было. Ну, в смысле, наборов из вышивки. Ну, скажем, вообще наборов из вышивки не было. Это был единственный набор. Он оказался от Dimensions, он еще был американской сборки. Внутри там был крелик, целая катушка. И я не знаю, видно ли вам, вот поблескивает, когда в снежке там этот белый кремик. И очень красиво. Но когда я вышила этот дизайн, мне он так понравился, я в таком диком восторге. Ну, во-первых, на такой маленькой площади разместить такую интересную историю. Тут вам и мальчик с папой на саночках, и девочка с собачкой с саночками. И вдалеке там на катке катаются ребятишки. И вдалеке лес, и небо, и на первом плане дерево такое красивое. Ну вот просто какой-то дикий восторг, и нельзя поверить, что ну, он же такой малюсенький. Сколько здесь? 30 сантиметров на 30 на 15 на 18, вот такое что-то. Даже здесь и 30 нету, здесь меньше. Ну вот, просто прекрасный. Это был... Нет, не первый, хотела сказать первый Dimensions. Нет, не первый Dimensions. У меня первый Dimensions была бабочка.
Ну, вот такая именно такой пейзаж, такой сюжет интересный. Это у меня был первый, и мне очень-очень понравился. У меня есть еще летний сюжет, который я тоже хотела бы вышить. Ну, я много чего хотела бы вышить, но когда это временно, это все надо. Дальше. Дальше у меня котик. Котик был куплен на выставке в Париже. И к нему шел embellishment pack с вот этими, видите, блестят бисеринами и, я не знаю, как называются эти украшения, длинненькие такие, как трубочки. Котик этот весь вышит шовчиками. И это была когда еще та задача разобраться, как делать эти шовчики. Ну, как видите, я справилась. Он очень интересный, он привлекает внимание. Все на него обращают внимание. Посмотрите, какие тут и бисер у нас, тут и шовчики. Сам нитки, все это вышито шелком, я подбирала сама. Ну, ориентировалась на картинку, какая там картинка на этом котике, и подбирала сама. Здесь у меня и Аудесела французские, и Глориана, ну, короче, которые были у меня нитки, я все сюда их вместила. И вот такой красивый котик у меня получился. Натянула я его на вот такую штучку, и все. И вот такой у меня котик. Дальше. Потом у меня был летний полдень от Rosewood Manor. Я ее оформила в раму из Икеи. Вот такой большой, красивый, очень красивые эти птички. Птички вышивались легко, быстро, вообще, ну, в общем, очень-очень легко. Ну, что не могу сказать про алфавит, потому что алфавит, он там, каждой буквы 3 разных этих, как его, цвета нитки. И поэтому там была частая смена нитки, хотя вот так, ну, надо присматриваться, вот может вот так будет вам получше видно, вот таким образом, да. Видите, там и желтое, голубое, красное, ну, они все такие пастельные, и поэтому особой разницы не видно. Ну, вот такой красивый, очень красивый от Rosewood Manor, вот так, наверное, будет лучше видно, и как он действительно на самом деле выглядит. Увидела я этот дизайн, Илона Илка, по-моему, начала его вышивать, и все, потому что там превью вообще просто ни о чем. Там ткань такая выбрана не очень красивая, а вот ткань то я сама красила. Ну и вот в прошлом году я, по-моему, его начала, позапрошлом теперь уже, в 2023, и вот в этом 2024 закончила. Вот такой красивый дизайн, мне он очень нравится. Закончила этот дизайн, и мне захотелось еще что-то из Rosewood Manor, и я купила мои любимые штучки, мелочи, мои любимые мелочи, по-моему, так переводится, дизайн от Карен Клуба. И, естественно, хотелось бы мне в этом году его начать, но я не знаю, как там сложится. Посмотрим, потому что у меня планов уже столько, я не знаю, как я это все буду делать. Так, отставим в сторону. Следующий у нас был... У меня были лошадки от Лаура Бенч, автор этой картинки, и я просто влюбилась в ее иллюстрации, а по этим иллюстрациям были сделаны картинки, и у Милхила очень много, там есть и котики, и собачки, и все, что вы хотите. Я вышила вот этих лошадок, потому что они мне больше всего нравились, потому что, во-первых, они на синей равномерке, и было их вышивать легко, очень хорошо все видно было. Там есть очень красивые лошадки и на синем, и на темно-синем. Ну, вы наверняка знаете эти наборы от Милхила. Очень красиво. Купила рамочку по случаю
в магазине. И она как нельзя лучше подошла. Здесь вот бисер, он перекликается, мне кажется, вот здесь вот этот бисерок с вот этими штучками. По-моему, идеально эта рамочка подошла. И очень красивый, яркий, ну, восторг. Просто мне нравится сильно. Вот такой дизайн от Mill Hill. Снова Mill Hill и снова Laura Bench. И это была у меня русалочка. Вот такая красивая. Это я, видите, уже под стекло оформила. Если лошадки были без стекла, то это под стеклом, и это стекло отражается. Может, его надо снять. И опять же, я рамочку там по случаю увидела. Чем хороши эти Mill Hill, вы видите любую рамочку. Есть размеры, которые просто продаются в магазинах, в супермаркетах. Вот такая красивая русалка с такой красивой рыбкой. Очень яркая, опять же. Здесь была уже Аида, канва, а не равномерка. Ну, тут полная зашивка, поэтому как бы все равно, что там было внутри. Ну, посмотрите, какая красота, какой яркий, какой прям летний, очень летний сюжет и очень нарядный, красивый. Рыбка, все цвета радуги в ней. Я помню, долго у меня не получалось лицо русалки, несколько раз я его перешивала, но по итогу мне нравится, как получилось. Еще раз поближе вам покажу. Вот такая красавица с такими украшениями в волосах, бисерными. Очень красиво. Mill Hill радует, что я могу сказать. Так, дальше у меня был грандиозный финиш этого года. The Garden от Amy Bishop. Вот такая панелька. Очень красивая, очень интересная. Нравится мне дизайн Amy Bishop. Это здесь микс у нас и крестиков, и шовчиков, и как это называется? Подскажите. Вот такие лонг стич здесь у нас. Здесь интересные такие разные все хардангер, вот как это называется, вот этот с дырочками, через которые я вижу, что я вам показываю. И мережки здесь вот и были. И ну, вообще очень красивый дизайн. И очень интересно его вышивать. И я получила массу удовольствия от этого дизайна. И вот такой он длинненький получился. Вот такой красивый. И я, наверное, оформлю его в баннер. Куплю, если найду какие-нибудь красивые подвесы, бэкпулы. Ну и вот такой он будет красиво. Потому что в раму, мне кажется, это слишком длинный. Не знаю, честно говоря. Лежит ли я, потому что не оформляю, потому что не знаю, честно говоря, как его оформлять. Потому что такой красивый, хочется же оформить так, чтобы передавалась вся красота этого дизайна. И поэтому не знаю. Не знаю. Подскажите, что вы думаете. Так, и потом у меня была Serenitati компания. Осень. Это была вот такая. Это опять же я купила на выставке в Италии. И вот такой очень красивый дизайн. Это осень. Я ее, соответственно, осенью вышивала. Здесь будут все 4 сезона. Видите, я уже отмерила. Опять же, сама покрасила ткань. И у меня вот осень готова. Вот здесь снизу я зиму. Я буду по сезонам их так и вышивать. Здесь будет зима. Здесь будет лето и весна. То есть весна и лето. Ну, очень красивый, очень яркий. Такая тыква, прям прелесть. И пчелочки здесь такие красивые.
Очень мне понравился. Наверное, осень мне нравится больше всех из всех 4 сезонов. Это осень, она самая яркая. Дальше. Так, потом был у меня милхилчик, шишка. Я вам показываю подряд, я там не разделяю маленькие, большие. Время затрачено на это все. Пускай это было затрачено 2 вечера на эту шишку, но все равно 2 вечера они ушли. Смотрите, какая она красивая. Шишка мне, наверное, одна... Ну, не могу, нет, это не самая красивая. Ну, одна из самых красивых. Мне и колокольчики нравятся. Да, ну, все они очень красивые. Эта шишечка прям, ну, такая... Сейчас поблестим вам немножко. Вот такая. Раз такая красота. Висит она вот здесь на моем дереве. Вы ее наблюдаете в каждом моем влоге, я так думаю, если смотрите влоги. И поехали дальше. Вторая игрушка Dimensions, которую вы уже видели. И я закончила кукурузы Милхил. Тоже вы все знаете эти кукурузы. Многие умные люди вышивают эти кукурузы на ткани и не зашивают этот фон, что было нудно, и поэтому затянулось это аж на 2 сезона, эта кукуруза. Потому как я вот зашивала фон, и опять я наступила на те же грабли с этой собачкой. Но, тем не менее, как я говорю, наступила на те же грабли. Мне нравится Милхил вышивать на бумаге, мне нравится, как это выглядит, и как это выглядит зашивка, и ты понимаешь, это все вышито, и это все красиво. Посмотрите, эта кукуруза, она реально живая. Как настоящая кукуруза. Это весь бисер, это, наверное, набор, в котором больше всего бисера, мне кажется. Ну, класс. Вообще просто великолепный. Рамочка у меня была белая, я ее сама покрасила. Ну, это видно, наверное, да, что я ее сама красила. Ну, вот так красиво выглядит этот кукуруза. И у меня есть тыквы, которые я тоже хочу вышить, и будут они рядом стоят, кукуруза и тыквы. Прекрасный дизайн. Так, дальше. Вышивала я Рената Паролин, ну это уже из последних, вы должны помнить. Это Red Winter называется дизайн, вот такой красивый. Очень. И здесь у меня кусок ткани, он рассчитан, у меня еще есть дизайн Red Spring. Тоже планирую его вышивать весной, извиняюсь. Потом я от Rosewood Manor увидела у Елены Тымки вот эти чашечки, мне тоже такие надо. И вот я вышила кофе, но накупила уже капучино и чай. Еще хочу вышить 3 дизайна, те, которые мне нравятся. Ну, там еще есть больше, но мне нравятся больше всего вот эти 3. Так, дальше опять Рената Паролин. Деревце такое. Очень красивое тоже деревце сезоны. Вышила одно, мне оно так понравилось, что заказала оставшиеся 3. Там еще идут, если вы помните, подставочка кругленькая, палочка, на которую надо делать это деревце. Ну, делать его в форме пинкипчика, вот такого треугольного. И приклеивать на эту палочку. И будет как настоящее деревце. Очень классный дизайн. На выставке там все эти 4 дерева стоят. Великолепно. Ой, вышло солнышко. Я не знаю, что-то будет видно или нет сейчас. Ну, мы уже почти закончили. Не почти закончили, а закончили. Так. И осталась крышка на шкатулку, которую я сама придумала, как говорится. И я ее вышила из того, что было. Здесь... У меня элементы взяты из дизайна от Jasnine. Perseverance называется дизайн. И
форму этой крышки я подглядывала, ну, как размещать эти все элементы. Я смотрела на крышку от Джанет Дуглас. Ну и вот такое совместное производство получилось. Вот такая красивая крышка получилась, инициалы. Спасибо девчонкам, мне подсказали. Там я какие-то розочки, бутончики вышивала. Мне сказали, что некрасиво, пиши лучше инициалы покрупнее. Но все равно инициалы были написаны петитом, ну вот такими интересным шрифтом. Вот эта шкатулка, как вы помните, тоже я купила на выставке в Италии. Задничек я не приклеивала, потому как я планирую на эту шкатулку вышить дизайн от Dimensions. Там есть дизайн с мишкой, и я хочу его сюда пристроить. Вот. Потом я вышивала все. Я хотела оформить мою маленькую шкатулочку в форме сердечка. И я туда вышила сначала вот эти розы от Justine. Но мне не понравилось, как они там выглядят. Я их вынула, и я их оформила вот в такое сердечко. Пинкипчик такой. Вот так. Здесь я пришила ленточку и перехватила ее бисером. Вот такой интересный получился. Эти розочки сразу заиграли по-другому. Ну, их, во всяком случае, стало видно. Хотя мне сейчас ничего не видно в экран, что я вам там показываю, что я вам там рассказываю, потому что у меня слепит солнце. Вот такая интересная. И когда оформляла это, мне попался на глаз вот это тоже. Это Виктория Сэмплер, по-моему. Не помню. Ну вот, была эта открытка, потом была это в рамочке, это сердечко. И вот я его оформила тоже в пинкип, вот в такой. И мне кажется, оно здесь смотрится гораздо лучше. Ну вот, друзья, пожалуй, все. Это то, что... Это готовые работы, это которые все законченные. Некоторые оформлены, как вы видели, некоторые не оформленные. А сейчас я покажу начатые работы, которых я тоже поначинала в этом году, как никогда. У меня никогда в жизни не было столько начатых работ. И я их подсчитала, и у меня их получается 10 штук. Ну, я подсчитала еще без то, что я начала Dimensions. Сейчас мы с вами посчитаем вместе. А теперь давайте посмотрим на работы мои, которые переходят в следующий, то есть в этот 2025 год. Некоторые уже с 2023 года, некоторые начаты в 2024 году. Их немало оказалось, как показалось. И я, наверное, перейду в формат говорящих рук, потому как все эти работы я их не гладила, потому как они в работе. Итак, начнем. Забыла вам показать, я тоже вот такой вышивала этот рог изобилия. И тоже хотела сделать из него сердечко, но не сделала. Что это за нитка здесь торчит? Ну ладно. И хочу еще сделать. Ну это потому, что здесь лежала. Так, а самая большая работа незаконченная, это у меня вот эта скатерть с птичками. Вот такие дизайны на каждом углу, это незаконченный. Сейчас я покажу уже законченный. Вот такие надо вышить 4 одинаковых дизайна. Вот так они смотрятся. И это такая скатерть. Вот здесь у меня 2 птички вышиты полностью. Одна птичка вышита наполовину. Вот так всего лишь еще вот здесь надо вышить. И еще один угол надо вышить полностью. Так что эта скатерть... Ну,
я, собственно, не тороплюсь с этой скатертью, потому что я начинала эту скатерть, как я уже говорила 150 раз, я начинала эту скатерть, у меня был стол под эту скатерть. Сейчас у меня нет этого стола, поэтому эта скатерть так вяло-вяло протекает. Очень удобно ее вышивать, потому что здесь крупная канва, 14 канва, я так полагаю. И на ней очень хорошо все видно и замечательно получается. Ну, схемка еще та, конечно, но не важно. Вот эту скатерть, это самый долгоиграющий проект. Это он у меня уже 2 года тянется. Ой, проект Сюазик. Этот проект, я не знаю, честно говоря, я уже подумываю просто забросить. Просто тупо забросить. Ну, вроде как красиво получается. Ну, как-то крови он мне пьет, этот сюазик, я вам не могу передать сколько. Это просто какой-то капец. Я не знаю, почему он мне туго идет так. Здесь надо вышивать вот эти все элементы гладью. Я так поняла, я в глади вообще. Это надо, чтобы человек умел рисовать. Так как я рисовать не умею, я вышиваю крестиком. Потому что там все четко, логично. Крестики, 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 получилась картинка. А здесь надо вот иметь вот этот, как это, взор, взгляд. Вот мне уже сейчас, я смотрю, мне кажется, ноги какие-то короткие у нее должны, какие-то вот здесь надо было подлиннее. Что там случилось? Ну, короче говоря, не знаю, я сюазик положу. Конечно, выкидать у меня рука не поднимется. И здесь очень мелкий каунт, то, что мне тоже еще не нравится. Положу, пусть лежит до лучших времен. Вдруг придет момент, когда мне очень сильно захочется его вышивать. Вот такой. И, ну, это из самых таких проектов, которые тугодумы. Потом мой один из любимых проектов – это петух в маках от Надежды Нагорной. Вот у меня сколько вышито. Здесь немного. Здесь даже, по-моему, 10% еще нету, не знаю. Вот такой красивый это будет хвост. И вот такие красивые. Нравятся мне яркие цвета, нравятся мне вот такие насыщенная палитра, класс, с удовольствием я вышиваю. Это у меня Белфаст 28 каунта, прекрасно все. Вот в этом дизайне меня радует, и я каждый раз с удовольствием беру и с удовольствием отшиваю. Так, дальше. Дальше у меня, опять же, привет с выставки из Парижа, у меня Эйфелевая башня от парижских вышивальщиц, Эйфелевая башня в розах. Тоже мне очень нравится этот проект, классно он тоже вышивается. Вот здесь, конечно, заморочь была с этим бэкстичем, потому что вот эти все, каждую эту незабудочку надо было вышить, но зато эффект, посмотрите, какой роскошный, прекрасный. Ну, я так думаю, самое сложное я здесь вышила. Здесь пойдут розы, с этой стороны тоже рамка из роз будет. Здесь сверху тоже, там птички две какие-то будут. Ну, там, во всяком случае, вот этого не будет. Вот этого трэша из таких маленьких цветочков. Ну, самое главное, здесь этот бэкстич. Этого не будет, и поэтому весной меня ждет этот проект, к которому я с удовольствием вернусь. Кроме того, как я вам уже показывала, одну минутку. Я буду продолжать вот этот сезонный баннер от Serenità компания. Осень, что я вам только что показала. И здесь у нас дальше идет зима. Вот я зиму отошью. И весной хочу, конечно, ну я хочу просто по сезонам, каждый сезон вышивать эти дизайны. Вот такая будет зима. Я думаю, будет несложно. Здесь такие, я вижу, большие площади зашивки. Вот весна, здесь ромашки у нас, и лето лаванда. Маленькие они сюжетики, они очень приятные и вышиваются. Тут, по-моему, даже бэкстича нету.
что не может не радовать. Так, дальше. Дальше у меня вот эта подушечка от Reflet de Soie. Видите, солнышко как раз вышло к бисеру. Очень подходит вовремя в этот раз. И вот у меня подушечка на вот таком месте. Почему-то мне надоело вышивать бисером. Не знаю, с чего вдруг. Ну, как-то так. Надоело. И я отложила. Ну, естественно, я буду это доделывать, потому что здесь, ну, вот осталась эта серединка, как вы можете видеть. Я в этот раз вышивала не вот так вот по рядам, как всегда я это делала, а вышивала вот так кругами, потому что мне показалось так легче не сбиться. Ну, посмотрим, если сойдется у меня центр. Не сбилась ли я? Надеюсь, нет. Потому что потом подгонять это будет не очень приятно. Смотрите, какая красота. Ну, Reflet de Soie вы все знаете. Прекрасные у них бисерные эти наборы. Класс. Этот ювелирный мелкий бисер. Очень он здорово и красиво смотрится. Поехали дальше. А дальше то, что я вот буквально сейчас начала. Это у меня Цвет любви от реплика с AliExpress от Dimensions. Ставлю вам картиночку. Вот я на таком этапе, и я сейчас активно его вышиваю. И буду вышивать, пока он у меня вышивается. Ну, потом, скорее всего, я отложу до следующего Рождества. А там кто его знает, как оно у меня пойдет. Мне, если зайдет, иногда мне заходит. Так. Почему-то в этом году мне хочется большие работы повышивать. Ну, посмотрим, как мне это удастся. Вот этот наборчик, ну как, вот этот дизайн и последний, но не в последнюю очередь, как говорится, дизайн от Dimensions. Вот такой подарок, выигрыш мой. Welcome. Вот такой красивый очень дизайн должен получиться. И такой он не маленький. И вот я уже начала, и вот уже сколько я вышла. Немного, но начала. Не очень сильно хотелось начать, я начала. И вот что получается. И, пожалуй, это все. А, нет, не все. Вру. Как же я вам самое главное это не показала. Самое близкое к финишу я и не показала. Самое близкое к финишу это у меня что? Правильно, собачка. Вот такая собачка, которая будет нести вот здесь подарочек. И, как вы видите, я уже на вот таком этапе. Мне осталось совсем немножко добить этот фон. И потом будет уже, конечно, самое приятное — дошить эту собачку, вышить бисер, вышить здесь снежинки, и все, и будет у меня готовая работа. И потом еще у меня есть один план капкан. Есть у меня вот такой дизайн от Mill Hill Let It Snow. И я по своей глупости, ну не по глупости, я у Илоны Илки посмотрела. Она вот из этих дизайнов Mill Hill сделала баннер. Очень красивый, мне очень понравился. Но не прямо из этого, а из каких-то там других. Ну тоже, по-моему, на зимнюю тематику. Она 3 сюжета от Mill Hill вышила один под другим. И там между ними шовчики, по-моему, какие-то или что-то такое. Но очень красивый получился баннер. И я думаю, о, класс, идея. И себе ж, и мне ж такое надо. И, короче говоря, я начала. Начала я с этой стороны, начала я это вышивать в 3, по-моему, нитки. А ткань, она была 28-го каунта, я ее покрасила, она, видимо, стала поменьше. И смотрите, как оно грубо и некрасиво получалось здесь. Что я сделала? Я перевернула, потому что мне впадло было распускать. Я перевернула и начала здесь вышивать уже в 2 нитки. В одну нитку там было... Сейчас посмотрим. Да, в 1 нитку. Там было в 2 нитки, мне показалось грубовато. Здесь я начала вышивать в 1 нитку. И я вот не знаю, то ли мне продолжать. У меня, значит, есть вот такой Let It Snow. И второй сюжет, может, вы помните, с замком ледяным. И я думала, сверху вот этот, а снизу этот ледяной замок.
И вот подскажите мне, как вы считаете, продолжать на этом вышивать, как баннер, два один под другим, либо рестартануть просто на бумаге, как это я всегда делаю, и все. Вот лежит уже 2 года, и жалко. Вот, посмотрите, здесь весь бисер, который сюда. Здесь даже еще это керамическая, которую так многие любят, пуговичка. Ну, в общем, как бы жалко забрасывать. Меня, может, конечно, если я рестартану, не хватит этой голубой нитки, какую там больше всего я использовала, вот эту. Ну, это же DMC, в принципе, можно и подобрать. Потому что я видела этот дизайн, он очень красивый, он в жизни, ну, очень красивый. Ну, я не знаю, как на этой ткани, как вы думаете. Вот оригинал. Это тоже все белым зашивается, чтобы вы понимали. Ну вот, пожалуй, все, что у меня есть, все, что у меня начато, все, что у меня закончено, все вы увидели, посмотрели, понравилось вам, не понравилось, напишите мне в комментариях, может кто-то из вас вышивает такой же точно, какие-то такие же сюжеты, как и я. Что планы мне надо подумать над планами, потому что, как вы видите, у меня начатого непочатый край, поэтому я не знаю, что там с планами будет, и планы, наверное, скорее всего, будут у меня, как всегда, скромные, закончить все то, что начатое, а потом уже там по ходу движения начинать то, что мне хочется. Вот такое видео получилось у меня. Если вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь с подружками, друзьями, и я вам желаю плодотворного, творческого нового 2025 года. И прощаюсь с вами до следующего видео. Всем пока-пока!